Who are you? The Administrator. And you are. I am. Вселенная Arknights. От мобильной инди-игры в жанре Tower Defense до полноценного мультиплатформенного AAA проекта за 7 лет. Я и подумать не мог, что скачивая в 2020 году простую мобильную игру с фантастической и по сей день графикой, стану участником одного из крупнейших фандомов из азиатского направления. Технологии, будущее, апокалипсис, диджитал стиль и аниме-девочки, так еще и в необычном и неожиданном игровом жанре. Такое решение маленькой на тот момент студии энтузиастов Hypergriff могло стать фатальным. Игра была принята сообществом скептически из-за странной концепции. Но, как вы видите, вселенная Arknights вышла на новый уровень, значит разработчики все же смогли попасть в самое сердце таких фанатов, как и я. Но меня зовут Димасик, сессию я закрыл, и именно поэтому вы сейчас наткнулись на мой видеоролик. Для тех, кто тут впервые, я рекомендую ознакомиться с правилами моего канала. Это мой канал, мой видеоролик и мое субъективное мнение, которым я делюсь вместе с вами. Не навязывайте свое мнение, а делитесь им с указанием аргументов, а также не имейте никакой скрытой агрессии в содержании своего комментария. Рекомендую наложить покушать, налить чаек и сбросить балласт, так как мы отправляемся в глубокую историю моего знакомства со вселенной Arknights. Приятного просмотра! Мое знакомство со вселенной Arknights пришлось на 20 мая 2020 года. Тогда я случайно наткнулся на нее в поисках чего-то интересного в Play Market. Честно, я даже не понимал, что скачал, так как просто увидел красивых девочек, хороший дизайн и решил нажать кнопку «Установить». И уже я в самой игре понял, что это Tower Defense, а вместо обычных защитных башен нужно пользоваться оперативниками, которых уже на тот момент было большое количество. К сожалению, кадров начала моего путешествия в то время не существует, поэтому смотрите на котиков. Вот. Я не погружался в этот проект с головой и не задротил, так как игра этого не требовала. Наверное, даже сейчас я знаю не все ее механики. Но детальные персонажи, грамотный эстетичный визуальный стиль и аудиодизайн, постоянные ивенты и подарки сами удерживали меня в этой игре. Поэтому я просто стал заходить в эту игру только тогда, когда появлялся интересный ивент с наградами в виде красивых женщин или мужчин. Проще говоря, Arknights похожа на ненавязчивый симулятор коллекции, как с карточками покемонов в реальной жизни. Но чтобы их получить, нужно все же иметь определенные когнитивные возможности, так как просто бей и убивай в этой игре не работает. Все же это жанр башенной защиты, и здесь заранее нужно планировать свою тактику. И вот спустя некоторое время в Arknights начинают добавлять анимированные скины на персонажей. И тут моя фантазия резко срывается, и я начинаю представлять, каково бы это было увидеть своих любимых девочек вообще в 3D графике. Что бы было, если бы Arknights обрела объем. Да, я понимаю, что в игре 3D графика существует, но только на каких-то локациях. Сами персонажи в этой игре навсегда запечатаны в 2D пространстве, так как это целесообразно и в стиле самой игры. Проходит еще год-два, появляются новые цели, новые трудности и препятствия, и Arknights очень часто начинает выпадать из моей жизни. В моменте я даже удалил эту игру, потому что у меня попросту не было на нее сил. И вот наступает декабрь 2025 года. Отвратительное предновогоднее настроение. Развитие своего канала в этот момент – это единственное, что искренне доставляло мне удовольствие. И вдруг я замечаю в каком-то игровом новостном телеграм-канале об анонсе игры Arknights Endfield. Сначала я не поверил своим глазам, так как я, можно сказать, уже забил на эту вселенную, а все, что было в моих мечтах, так и осталось мечтами. И тут я увидел тизер геймплея, трейлер и впал в полный ступор от Аюха. Я увидел пару своих любимых персонажей из Arknights в объемном виде, и что это будет экшен-РПГ с открытым миром, основанное на создании заводов прямо в игре. И это продолжение моей любимой вселенной. Просто фантастика. Огородив себя от всевозможных гайдов и обзоров на тот момент еще бета-версии Arknights Endfield, я застыл в ожидании выхода игры. Зачем я так сделал? Я люблю разбираться в подобных играх сам, так как мне доставляет это большое удовольствие. Новый год наступил. Игра до релиза обзавелась уже огромным на тот момент комьюнити и превысила отметку в 35 миллионов предрегистраций, обогнав по этому показателю одного из своих главных конкурентов. За предрегистрацию пообещали выдать щедрые награды в виде круток и игровых валют. За сутки до открытия серверов нам уже дали возможность совершить предустановку игры, чтобы немного разгрузить сервера в день выхода. Игра весила около 36 гигабайтов на момент установки, сейчас же вместе с лаунчером на момент записи текста уже 45. Интересненько. У некоторых были проблемы с установкой или запуском игры, но меня они чудом обошли. Правда, потом мне это неплохо аукнуло в самой игре.
Игра начинается в привычной для нас стилистике Arknights. Главный герой, администратор, пробуждается после десятилетнего сна и имеет уникальные способности, которые необходимы для защиты и процветания регионов на планете Талос-2. Нам предстоит управлять компанией Enfield Industries, которая занимается продвижением высоких технологий и торговлей, для чего нам как раз таки и необходимо запускать свое автоматизированное производство. Ну и конечно же на пути к успеху нам встречается множество препятствий, которые необходимо решать. Открытый мир, враги, механизмы, головоломки, новые заводы и прочее. Для этого нам дается возможность собрать отряд из 4 оперативников, которыми мы командуем для достижения поставленных целей. Дальнейший сюжет в данном видеоролике будет скрыт во избежание появления спойлеров, негативно влияющих на игровой процесс. Прошу проявить понимание и уважение к новичкам и избегать подобного рода комментариев при их написании. Прокачка в игре может быть в первое время некоторым непонятной, в особенности для тех, кто до этого не играл в Arknights, так как больше половины слизано именно оттуда, но преподнесено это несколько иначе. У каждого персонажа есть уровень, этапы повышения, навыки и таланты, причем некоторые из них открываются только при повышении уровня доверия персонажа к вам. Навыками тут считается любое действие, выполняемое оперативником, а именно атака, основная способность, комбо-навык и ультимативный навык. Они прокачиваются одинаковыми ресурсами и наравне друг с другом. У каждого персонажа есть так называемая профессия, которая помечается особым значком, поэтому при базовом знании их значения даже при получении нового персонажа можно понять, это персонаж защиты, поддержки или атаки. При этом все равно сокращенно под названием персонажа кратко описываются его ключевые возможности, что очень удобно. У персонажей здесь есть 4 типа показателей, один из которых может являться основным, а какой-то другой второстепенным, и дают бонус к атаке, лечению или сопротивлению урону. При этом при прокачке основного и второстепенного показателей можно получить большую прибавку к силе атаки в качестве бонуса. А увеличиваются они с повышением уровня, прокачкой талантов, оружия или снаряжения. Оружие в свою очередь усиливается так же, как и персонаж, только другими ресурсами. На персонажа необходимо также собирать снаряжение, которое увеличивает показатели оперативника и при полном наборе из 3 предметов может давать какой-то бонус. Это снаряжение можно получить только путем производства компонентов на собственном заводе. Завод же является неотъемлемой частью геймплея, особенно на ранней стадии игры. Его смысл состоит в запуске конвейерного производства. Произведенными товарами можно торговать и обменивать на другие полезные вещи и предметы из игры. Эта функция в моменте засосала меня несколько дней, так как вместо того, чтобы смотреть готовые чертежи планировок, я выстраивал самостоятельно адекватные и компактные структуры. Боевка поначалу ощущается в этой игре как шахматы. Отсутствие знания о синергии способностей персонажей не дает им раскрыть все свои возможности. На фоне конкурентов тут все кажется относительно медленно и умеренно. Но лично у меня такое ощущение было до тех пор, пока я не выбил Леватейн, самого первого персонажа события легендарного 6-звездочного качества. Эта огненная женщина в связке с нужными оперативниками аннигилирует толпы врагов, и вот это уже выглядит гораздо активнее и зрелищнее. Появляется реальное ощущение масштаба и силы ее навыков. И повторю еще раз касаемо навыков. Базовая атака — это первый навык персонажа, навык, применяющийся за очки навык, это второй навык персонажа, триггер комбо навык третий, а четвертый — ультимативная способность. При грамотном составлении отряда все навыки во время боя, включая комбо, должны активироваться, иначе же у вас лишний персонаж, который не подходит под эту пачку. Большинство навыков требуют определенной доли секунды на активацию. Навыки чувствуются именно как навыки, на которые оперативник тратит свою силу. Всего из-за одной ошибки тут можно нехило начать огребать от врага целую серию чапалахов, без возможности ее остановить. Полоса заряда навыков тут общая на весь отряд, и при нажатии скилла на другом персонаже тратится именно общий заряд. Такого, кстати, я еще не видел ни в одной похожей игре. Ну и пока мы не ушли далеко от оперативников, хочется немного поговорить об их сходстве и различии между старой Arknights и новой Enfield. Сразу можно заметить, что в обеих играх у нас максимально схожие профессии оперативников. Все же это та же вселенная, и было бы странно в корне менять их смысл существования. А вот что вызывает вопросы, так это персонажи, которые тут выглядят почти один в один, как в старой Arknights, но при этом у них другие имена. Но в некоторых моментах они схожи даже и по характеру. Мою сладенькую, название которой я до сих пор не научился правильно выговаривать, теперь тут зовут Арделией. Ангелина же преобразовалась тут в Гилберту, а Чэнь Сяньюй похожа больше на прямую отсылку к Чэнь как и по внешности, как по способностям, так и по расе. Редкость персонажей в Enfield осталась все той же. Лучший персонаж 6-звездочный, затем идет 5 и 4 звезды соответственно.
Только вот в Arknights редкость персонажей начинается не с 4 звезд, а с единицы. И сам сюр заключается в том, что получить однозвездочного персонажа в Arknights может быть гораздо сложнее, чем 6-звездочного, так как он попросту не может выпасть с баннеров, как и 2-звездочный. Их там можно получить только при соблюдении определенных условий найма или выполнении заданий. Энфилд не обошла стороной и играбельность на персонажах более низшей редкости. Например, в Arknights играбельны практически все 5-звездочные персонажи и могут составлять до 60-70% вашего отряда. 4-звездочные персонажи менее играбельны, но, например, есть один, без которого практически не собирается никакой отряд в этой игре, но не у меня. Зовут ее Мэр. В Энфилд я уже успел обзавестись персонажем 4-звездочной редкости, без которого на данный момент мой персонаж события не смог бы полностью раскрыть свой потенциал. Но есть и заметные различия в прокачке оперативников. Например, в старой Arknights у персонажа зачастую только один активный навык, но и отряд собирается не из 4, а из 10 персонажей. И при этом есть переключаемые до начала боя навыки и модули, при изменении которых может меняться смысл оперативника в текущем отряде. Оружие и снаряжение в Arknights также не существовало. А еще для меня стало очень странным то, что они решили отказаться от старого способа прокачки оперативников. Для достижения максимального уровня было необходимо полностью повысить их уровень и дважды сбросить, то бишь 3 раза повысить до максимального уровня. Такая система прокачки выделялась на фоне конкурентов и была необычной текущей. Что касаемо сюжета, то тут все связали прекрасно. Планета Талос 2, где мы пробуждаемся, это далекое будущее, а планета Терра, где мы пробуждаемся в старый Arknights, стала максимально непригодной для жизни из-за ухудшения погодных условий, гражданских войн и распространяющейся болезни арипатии. Талос 2 стал учиться на ошибках Терры, научился сдерживать арипатию, но появилась куча других проблем и бедствий, с которыми нам предстоит столкнуться. Одной из самых лучших функций, интегрированных в Энфилд, стала база главного героя – Дидзиан. Если в Arknights это была база в жанре Fallout Shelter, то тут это полноценная локация, сохранившая и унаследовавшая при этом почти все функции, включая тот же поиск зацепок, который ни капли не изменился. Tower Defense в Энфилд никуда не делся, только тут он имеет прямой смысл – защищать поселение от волн ублюдков с помощью защитных сооружений. Для начала необходимо пройти уровень обороны с использованием персонажей и вышек, а затем уже без использования оперативников, но с дополнительной парой пушек. Ну и как заключительная вишенка на торте – это дизайн, полностью перекочевавший из Arknights с доработкой в лучшую сторону. Все еще передовой, все еще актуальный, все еще самый лучший спустя долгие годы. Наверное, графику они делают просто как бомба, я не знаю, ну они умеют. Но это очень красиво. Просто вот все, вот, ну видно, невозможно перепутать этот дизайн с кем-то еще. Невозможно. Одна из главных причин, почему я осяду в этой игре на долгие годы. Я даже сделал лукбук по вселенной Arknights, опираясь на этот дизайн. Как вам концепт очков Originium Dusk? И обратите внимание, насколько проработан и информативен личный профиль игрока, что тут можно увидеть буквально всю необходимую информацию. Ах да, и мы все-таки получили русификацию игры в отличие от Arknights, причем очень качественную. Дорогие зрители, в прошлом разделе я мог что-то упустить или ошибиться, поэтому если вдруг чего-то не хватает, то пишите в комментариях. Так вот, Genshin 2.0 или все же сравнивать эти игры немного неправильно. Я все же склоняюсь больше ко второму варианту. Учитывая то, что на моменте выхода Arknights Энфилд у игры есть огромная проработанная вселенная, чего не существовало у Геншина, можно спокойно закрыть этот спор. Также и стоит обратить внимание на серьезное различие концепций вселенных. Всем давно надоевшему средневековью противопоставляется современность, будущее, апокалипсис, хаос и войны. У Энфилд в целом намного больше потенциал в плане развития, так как уже на выходе игры мы получили достаточно много контента. У меня его получилось закрыть почти весь менее чем за 2 недели, но я тратил в день по 8-10 часов на игру. Для обычного среднестатистического игрока контента тут хватит уже минимум на 1,5 месяца, если даже не 2. А я напоминаю, игра только вышла. Геншин при выходе чувствовался очень пустым, а тут почти все локации наполнены декорациями и прочими элементами, которые делают игровой процесс разнообразнее. Заметно совпадают в этих играх только привычные нам сундучки, телепорты и летающие шарики, за которые можно прокачивать выносливость персонажа.
В общем, не хочется сравнивать эти игры, так как для меня всегда вселенная Arknights была симпатичнее в первую очередь из-за самого сюжета. Это первая игра, в которой почти все диалоги основного сюжета я полностью прослушивал и читал, и в старый Arknights сделал бы то же самое, если бы не отсутствие русификации. А Genshin для меня из разряда для детей и пубертатников, как бы странно это ни звучало. Сюжет Геншина мне хотелось постоянно пропускать, а тут же наоборот. Я читал и вникал в каждый диалог основного сюжета и не только. Кат-сцены проработаны идеально и чередуются с рисовкой, графикой и заранее отрендеренными сценами. В Энфилд я уже успел прореветься как последняя тварь, и не раз. И если вы планируете проходить эту игру с погружением в сюжет, то вас ждет точно такая же участь. Ну, если у вас есть хоть капелька эмпатии. Донатик меня тут порадовал уже со старта. За 89 рублей мне предложили 6-звездочное сигнатурное оружие на главного героя. Да, кстати, тут он может быть частью собранного отряда и собирают его в комплекте с физическим уроном. Ну, понятное дело, что данная акция приобретается любым адекватным человеком, так как предложение довольно щедрое. Кстати, про Россию не забыли и подключили оплату по системе быстрых платежей, поэтому задонатить можно по любой удобной для вас карте. Ценники тут средние, но важно знать и понимать, что лучше выгоднее всего покупать. Например, крутки для меня кажутся все же дороговатыми. Помимо долларового предложения, я также приобрел прото-пропуск, то есть Battle Pass, и месячный пропуск на 30 дней с ежедневными наградами в виде валюты для баннеров с персонажами. Причем дизайн доната тут настолько грамотный, что даже мне, почти со вторым образованием дизайнера, въедается эта прелесть в головной мозг и заставляет меня совершить покупку. Пропуск тут поделен на 3 уровня. Базовая поставка, которая доступна всем. Поставка Origin, которая у нас доступна за Оригиметрий, о котором дальше будет речь. И настроенный протокол за реальные деньги. Баннеры персонажей в Энфилд работают почти на полном рандоме, говорю на своем опыте, но более смягченно, нежели в Arknights, где тебе вместо гаранта подсовывают хзил с маслом, плюс докидывают всего пару процентов на шанс впадения 6-звездочного персонажа после 50 круток. И только за первые 10 круток баннера гарантом выпадает 5-звездочный оперативник. В Энфилд же есть хоть какие-то гаранты, плюсом после 65-й крутки за каждую следующую увеличивается шанс на выпадение 6-звездочного оперативника на 5%. И с шансом 50 на 50 этот оперативник будет именно с ивентового баннера. Для гарантированного получения нужного вам персонажа события необходимо совершить 120 круток. Ну, я, конечно же, со своим везением забрал эту Леватейн именно с гаранта. Кто бы сомневался. Ах да, кто еще не в курсе, то крутки со старого баннера не переходят на новый и полностью обнуляются. Это жестоко. Но есть и плюсы. За прокручивание баннеров мы получаем валюту поставки оружия, за которую и можем его приобрести. Отдельно гачи с оружием за ту же валюту, что и для оперативников, тут нет. Анимация найма оперативников выполнена очень современно и необычно. Мы вызываем с помощью переключения рычага капсулы с персонажами. Как и в духе старой Arknights, где мы открываем сумку с досье найма персонажей, тут можно совсем чуть-чуть потянуть за рычаг и уже будет известно, оперативник какой редкости к нам прилетит. Фиолетовое свечение 4 звезды, золотое 5 звезд и красное легендарное качество 6 звезд соответственно. Вся анимация пропитана ощущением передовых технологий, и на это очень приятно смотреть. А вот анимация поставки оружия тут совершенно другая. Маленькие роботы несут нам контейнеры непосредственно с самим оружием. Да, именно роботы, ведь это далекое будущее. В игре существует две базовых валюты для круток, и только лишь одну из них можно назвать донатной, и то не совсем. Перекочевали они обе из Arknights, но с незначительно измененным названием. Желтая Оригиметрий дается за сложные задачи или миссии и тратится на покупку второго уровня пропуска, поставки Оригиния. Также ее можно купить за рубли в магазине. Вторая валюта, которая создана исключительно для круток, это Араберил. Получить ее можно за любые активности в игре, а также обменять Оригиметрий на нее. Одна крутка стоит 500 Араберила, либо же 7 Оригиметрия. Кстати, не повторяйте мою ошибку и не сливайте сразу Оригиметрий на крутки. Оставьте его на покупку продвинутого пропуска, так как там при полном прохождении вам все вернется. В целом я потратил чуть больше 1500 рублей, и мне их не было жалко ни капли, так как было, есть и будет желание поддерживать разработчика. Тут должен был начаться новый раздел касаемо графики и оптимизации, но я все-таки решил вставить для вас пару десятков круточек, чтобы хоть как-то разнообразить свой контент. Если вам не интересно, вы можете скипнуть этот раздел по тайм-коду снизу. Сика! Ух ты! Что, легендарка? Ну это 2 5-звездочных, наверное. Что, нажать надо? Блять.
Я не буду ничего трогать. Captain Akakuri of Operation Какая? Ну такая. Вот, да, я сказал, что это пятизвездочная. Так, хакерша. Это нам надо. Тоже саппорт. Oxy 7 skirmish. Вот она! Легенда! Легенда! Просто легенда. Природа, кстати. Я хочу еще одну пятизвездочную, смотри, что мне там выпало. Да это я тебя понял. Enter of Opsy. Ну нет. Well, well, look who it is. Ну, хрен его знает. Прикольно, прикольно. Of Opsy 7. Так, этот камень, он у меня лоббиз. Он у меня и в старом Аркнайтс, и в этом, Антал. Что он здесь делает? Да, здорово. Стелла. Of Opsy. Опять ты заебал меня, на. Сколько можно, блядь? И еще 10. Баф! Enter of Opsy 7. Эй, Михалыч, Enter of Opsy ты 7. знал, иди отсюда, блядь! Что ты здесь забыл? Вот это мне нужно, вот это! Enter of Opsy 7 reporting for duty. I've studied it. 5, ну как я и говорил, да. Рыбак. Ну еще и подмигивает. Алёша. Бля, я просто с этой игры нахуй. Я не знаю, что сказать. У меня эмоции просто переполняют меня. Давай. Все будет хорошо. О, ну. Дай мне нажать, гад. Не работает, алло, почему? Пожалуйста, нормально работай, я тебя умоляю. Ну-ка. Так. Блин, пожалуйста, Гилберту, прошу, просто. Ну там 50 на 50 шанс. В прошлый раз не повезло несколько раз. Ну, пожалуйста. 2 красных. Ну, золотая. Ангелиночка. Hi, Enderman. We meet again. Vaughn. It's been a very long time since I last went out. Чтобы вы понимали, шанс выпадения на нее намного меньше, чем шанс выпадения Ангелины этой. То есть следующий баннер вообще мне не нужен, по сути. Про графику тут слова излишни, она говорит сама за себя. Я играл и играю на максимально возможных настройках, и честно, по наполнению и детализации я не видел еще ни одной подобной игры. Это не значит, что не существует лучше, просто в своей жизни я еще подобное не встречал. Все супер детализировано, супер проработано, персонажи отшлифованы. Мне очень нравится атмосфера локаций и игры в целом. А во время исследования нас сопровождают очень приятные и спокойные звуковые дорожки, как и было в Arknights. Студия Hypergriff идеально исполнила то, что и так исполняла довольно хорошо многие годы, что станет одним из главных ключей к успеху Enfield. Мой игровой опыт фиксируется на 2 устройствах, это ноутбук и смартфон. Ноутбук на мобильный RTX 4060 выдает в среднем 150 кадров в секунду на максимальных настройках со включенной функцией NVIDIA DLSS. Причем во время боя просадки до 5-10 кадров не чувствуются от слова совсем. Поздравляю разработчиков с успешно проделанной работой по оптимизации игрового процесса для видеокарт серии RTX. Я всего пару раз поймал жесткие фризы в игре длиной в 5 секунд и так и не нашел этому причины. Игра летает, и я ни разу не думал о том, что мне не хватает кадров. Ни статоров, ни фризов, ни сильных просадок, только стабильный поток кадров в любой локации и регионе. А вот на мобильных устройствах немного разочаровали. Понимаю, что упор был на пользователей ПК, но при выходе игры на моем OnePlus Nord 4 на базе процессора Snapdragon 7 Plus Gen 3, во-первых, мне не дали выставить качество выше низкого, так еще и через 5 минут после игры мобильное устройство постепенно начало превращаться в сковороду для жарки. Бешеные необъяснимые просадки FPS, перегрев устройства и отсутствие оптимизации. Тут они промахнулись по полной. И лишь спустя неделю дали подкрутить настройки до средних и слегка оптимизировали игру, что в каком-то моменте я видел около 60 FPS. Но все равно, спустя минут 5-10 о плавности можно забыть даже на минималках, поэтому ждем дальнейшую оптимизацию. Я немного переживаю за Arknights Enfield, так как для студии Hypergriff это новая ниша, в которую они резко ворвались и могут начать угасать, как и любой другой проект подобного рода. Но есть и надежда, ведь разработчики всегда делали так, как считали нужным, и именно поэтому их проект Arknights жив до сих пор спустя больше половины десятилетия. Эти разработчики не прогибались под аудиторию, и это стало главной причиной их успеха. И тем более у них есть главные козыри. Это уникальный дизайн вселенной Arknights, обгоняющий своих конкурентов по развитию на десятки лет вперед, и готовая прописанная вселенная, на которую можно опираться для создания нового контента. Если в Arknights моей мечтой было воплощение вселенной в объеме, то в Enfield моей мечтой стала встреча с прошлым, возвращение в хаос и разруху на планету Терра. Надеюсь, что по сюжету мы обязательно там побываем, ведь зачем нам еще космический корабль? Не только парить над одной и той же планетой. Правда ведь?
Ну что же, вселенная Arknights сама по себе является уникальным игровым парадоксом, и я рекомендую обязательно попробовать обе ее части. На сегодняшний день только у нее самое перспективное будущее в жанре гача игр, и я с радостью продолжу изучать новые главы Endfield, испытывая разнообразный спектр эмоций. Многие темы мною со стопроцентной вероятностью еще остались не освещены. Если вам понравился видеоролик, то я с радостью бы делал детальные гайды и разборы на какие-то определенные темы, функции или прочее именно в этой игре. Ваш фидбэк и эмоции от просмотренного видеоролика я с радостью жду в комментариях и отвечу лично каждому из вас. Учитывая то, что вы досмотрели до этого момента, у меня к вам серьезный вопрос. Какой тип повествования контента вы хотели бы видеть от моего лица? Игры глазами новичка, детальные гайды по Arknights Endfield или любая другая тематика, которую вы также можете предложить внизу под роликом. Проблема в том, что я только формирую свою комьюнити, и мне очень важно мнение каждого из вас. Поэтому всех люблю, целую и жду от вас положительную или отрицательную реакцию в виде лайка, дизлайка или подписки на канал. Будем двигаться дальше вместе и, возможно, обоснуемся в Endfield Industries и станем его частью. До встречи в следующем видеоролике, администраторы.